долго будет продолжаться жизнь на Земле, если Солнце погаснет. Масса Солнца превышает массу нашей планеты примерно в 333 тысячи раз и производит такое же количество энергии, как 100 миллиардов водородных бомб каждую секунду. Гигантская масса делает эту звезду доминирующей силой тяготения во всей Солнечной системе, надежно фиксируя все 8 планет на своих орбитах. В то же время, энергия Солнца обогревает Землю в необходимой мере для того, чтобы присутствовал катализатор жизни – вода. Чашка с горячим кофе, поставленная в холодильник, не остывает мгновенно. Точно так же, если Солнце выключится, что на самом деле физически невозможно, то Земля, по сравнению с окружающим ее пространством, будет оставаться горячей еще несколько миллионов лет. Однако жители нашей планеты почувствуют холод гораздо раньше. В течение недели средняя глобальная температура поверхности Земли упадет ниже 17 градусов по Цельсию, а за год до минус 40. Верхние слои океанов замерзнут, однако лед будет утеплять воду в глубинах и предотвратит замерзание океанов еще на сотни тысяч лет. В течение миллионов лет после этого Земля достигнет стабильной температуры минус 160 градусов, при которой тепло, исходящее от ядра планеты, будет равно жару, которое она излучает в пространство. Но некоторые микроорганизмы, существующие в земной коре, выживут. И все равно жизнь на Земле остановится очень быстро. Фотосинтез немедленно прекратится, и большинство растений погибнут за несколько недель. Пищевая цепочка будет нарушена, что приведет к быстрому вымиранию диких животных. Самыми последними из них погибнут падальщики. Большие деревья, однако, смогут жить в течение нескольких десятилетий, благодаря замедленному метаболизму и существенным запасам сахарозы. Люди могли бы остаться в подводных лодках в глубоких и теплых частях океана, но более привлекательным вариантом является атомная и геотермальная среда обитания. Лучшее место для проживания в такой ситуации – Исландия. Население острова уже сейчас обогревает 87% своих домов с использованием геотермальной энергии. Люди могут продолжить использование вулканического тепла в течение сотен лет. Конечно, Солнце не просто обогревает Землю, оно также держит ее на орбите. Если его масса вдруг исчезнет, что в принципе невозможно, то наша планета будет просто летать как шарик, который надули до предела и резко выпустили из рук. В итоге она выйдет за пределы Солнечной системы и будет лететь, пока не попадет под действие гравитации чего-то более крупного, чем она сама, либо пока не столкнется с любым большим космическим объектом, который способен ее уничтожить. Но есть и более позитивный сценарий. Если планету отнесет в сторону Млечного Пути, то Земля вполне может найти себе новую звезду и стать на новую орбиту.